Кейт всегда была нежной и любознательной, особенно по отношению к своим любимым смотрителям. Но на этой неделе что-то изменилось. Она перестала есть, перестала реагировать и все время ходила вдоль края своего вольера, как будто ждала чего-то или кого-то. К 4-го дня мы поняли, что ждать больше нельзя. Когда мы увидели результаты ее обследования, каждый из нас бросил все, чем занимался, и заплакал. Но прежде чем мы начнем, нажмите на кнопку «Нравится», подпишитесь, если вы еще не подписаны, и включите уведомления, чтобы не пропустить новые истории. Джонатан шагал взад-вперед перед вольером Кейт, почесывая голову и поглядывая на нее. Она просто стояла там, отстраненная и невовлеченная, тень своей обычной сущности. «Да ну, милая, скажи что-нибудь», — пробормотал он скорее себе, чем ей. Его сердце сжималось, видя ее в таком состоянии. «Как мог кто-то столь живой и яркой стать таким тусклым?» — думал он. Ему нужно было как можно скорее разобраться в ситуации. Все, что с ней происходило, казалось чрезвычайно серьезным. Меган подошла, глаза ее были устремлены на Кейт. «Есть какие-нибудь изменения?» — спросила она, шагая рядом с Джонатаном. Он покачал головой. «Нет, ничего. Она все еще не своя», — ответил он. Они молча постояли некоторое время, оба встревоженные переменой в поведении жирафы. «Что могло случиться?» — размышляла вслух Меган. «Она же казалась в порядке всего неделю назад», — вздохнул Джонатан. «Вот что нам и нужно выяснить». Их взгляды остановились на знакомой картине. Солома, рассыпанная повсюду, нетронутая и медленно вянущая. Этот вид, раньше служивший признаком хорошего аппетита Кейт, теперь казался зловещим. «Она отказывается есть все это», — отметила Меган, в голосе которой читалось беспокойство. Доктор Холл появился рядом с ними, отбрасывая длинную тень под солнцем. «Думаю, нам нужно сделать компьютерную томографию», — сказал он, глубоко вздохнув. Джонатан и Меган обменялись быстрым взглядом, их мысли совпали. «Ты думаешь, это необходимо?» — спросил Джонатан, хотя в глубине души уже знал ответ. Доктор Холл твердо кивнул. «Нужно исключить любые физические проблемы», — уверил он их. Команда принялась действовать, осторожно планируя, как транспортировать Кейт, чтобы не вызвать у нее дополнительного стресса. Фургоны подъехали медленно. Был установлен большой переносной сканер. «Ладно, девочка, это всего лишь небольшая поездка», — сказал Джонатан, стараясь внести нотку бодрости в голос. Меган закрепила ремни и упряжь, убедившись, что все безопасно. Кейт не сопротивлялась, но и не реагировала. Время шло, и каждая секунда давила на всех. Слухи о бедственном состоянии Кейт быстро разлетелись по зоопарку. Коридоры наполнились разговорами, а шепоты перерастали в открытые обсуждения. Казалось, даже животные ощущали напряжение в воздухе. Доктор Холл проинструктировал команду по плану действий, удостоверившись, что каждый знает свою роль. «Она — часть нашей семьи», — услышал Джонатан чей-то голос. Это чувство разделяли все. Было ясно, что весь зоопарк надеется на ее скорейшее выздоровление. Посетители бродили по территории, их взгляды тянулись к вольеру Кейт. Родители шепотом объясняли детям, указывая с обеспокоенными лицами. «Почему она не шевелится?» — спросил любопытный ребенок, потянув за рукав у родителей. Джонатан терпеливо отвечал на вопросы, успокаивая людей простыми, честными словами. «Мы делаем все возможное», — объяснял он. Посетители кивали, на их лицах читались смесь тревоги и надежды. Это было больше, чем любопытство. Это было искреннее участие. Странное поведение Кейт вызвало разговоры и о ее теленке. «Думаешь, это влияет на малыша?» — спросила Меган, озвучивая мысль, которую обсуждали многие. Джонатан снова взглянул на записи. «Возможно, мы не можем рисковать», — сказал он.
Образы матери-жирафы, ходящей взад-вперед, не выходили у него из головы. Они надеялись, что Кейт не просто отвергает пищу, а пытается сообщить им что-то, чего они еще не поняли. Доктор Пол стоял, сложив руки на груди, задумчиво глядя на Кейт. «Как вы думаете, что это может быть?» — спросила Меган, нарушая тишину. «Может быть, стресс, может быть, что-то скрытое», — рассуждал он. Пол кивнул, постукивая по подбородку. «Что бы это ни было, оно не проявляет очевидных признаков. Нужно копать глубже». Взвешенность его слов висела в воздухе, пока команда готовилась к КТ-сканированию. Меган вспомнила недавний случай, который запал ей в память. «Помнишь, на прошлой неделе?» — начала она, повернувшись к Джонатану. Джонатан сел, уставившись на строки журнала. «Знаешь», — начал он, припоминая нечто странное. Она перестала есть свои любимые лакомства. Меган наклонила голову, озадаченная. «Правда? Какие именно?» Джонатан наклонился вперед. «Те яблоки, которые она любит. Их не трогали несколько дней». Меган подняла бровь. «Странно. Она обычно не может устоять». Оба задумались. Не связано ли это с ее недавним поведением? Беспокойство стало постоянным спутником. Доктор Холл собрал команду. «Скоро будут ответы», — сказал он, ссылаясь на назначенную КТ в день сканирования. Кейт была взволнована. Она нервно ходила кругами. «Сегодня тот самый день, девочка», — прошептал Джонатан, когда подошел к ней. Меган присоединилась к нему. «Давайте просто спокойно доставим ее туда», — сказала она. Перед рассветом Меган пришла в зоопарк. Она медленно подошла к Кейт, предлагая утешение. «Тссс, все будет хорошо», — прошептала она, мягко ее поглаживая. Уши Кейт дернулись от прикосновения. «Мы всего лишь поедем ненадолго», — мягко добавила Меган. На площадке для сканирования Кейт замешкалась. Ее глаза бегали по сторонам, пока она осторожно ступала. Внутри помещения для обследования тишина была напряженной. Команда наблюдала за началом процедуры. «Трудно не знать, что она испытывает», — добавила Меган. В комнате царило общее стремление раскрыть истину. Доктор Холл уверенно руководил процессом. Глаза были прикованы к экрану. Он говорил спокойным голосом. Вместе они сосредоточились, зная, что скан может показать причину недомогания Кейт. Меган нервно ходила по комнате, поглядывая на часы. Они понимали, что состояние Кейт усугубляется с каждым днем. Ожидание точило их изнутри, но решимость сохранялась. Джонатан оставался сосредоточенным. Один из смотрителей рядом сказал: «Она не больна, она напугана». Комментарий сместил их мыслительный вектор. «Она кажется потерянной», — отметила Меган. Ее изящество сменилось страхом. Они знали, что должны действовать, прежде чем страх ее поглотит. Команда договорилась изменить ее визуальную среду. «Давайте дадим ей что-то новое, на что можно смотреть», — предложил Джонатан. С помощью Меган они переставили элементы в вольере. Новые виды, новые звуки — все, что могло бы расширить ее восприятие. В условиях неопределенности это чувство единства стало всем. В интернете появлялись сообщения. «Она в порядке? Как малыш?» Поделиться обновлениями напоминало нам, как много людей переживает. Каждое слово поддержки придавало сил в эти трудные дни. Последовательные обновления от доктора Холла удерживали нас в реальности. «Если заметите что-нибудь странное, говорите мне», — говорил он. Его спокойное лидерство вовлекало всех. Вместе мы не оставим ничего без внимания. Нас вела не только наука, но и сердце и общение. Джонатан изменил график кормления Кейт, добавив особые порции сена и организовав новые часы пастьбы. «Мы подстроили это под ее потребности», — объяснил он.
Меган кивнула в поддержку. Если что-то может помочь, это будет сделано. Все скоординировали новые ритуалы в надежде разбудить ее аппетит. Посетители оставляли записки у обзорных площадок. «Держись, Кейт», — гласила одна из них. Эти маленькие жесты много значили. «Посмотри на все это», — сказала Меган, показывая собранные послания. Комната наполнилась благодарностью. Пока мы неустанно работали, осознание того, что другие держат кулаки за нас, вдохновляло. Посетители начали делиться наблюдениями. «Она всегда стоит в том одном углу», — отметили некоторые. «На прошлой неделе тут что-то странно пахло», — добавил другой. Мы восприняли все всерьез. Иногда взгляд со стороны раскрывает то, что рутинный уход упускает. Наше расследование приобрело новые углы. Источники пищи подверглись тщательной проверке. «А что, если это что-то в ее еде?» — спросила Меган. Мы перебрали каждый тюк сена, проверяя возможное загрязнение. «Неужели в этом причина?» — размышлял вслух Джонатан. «Как детективы, мы изучали каждую возможность, полны решимости раскрыть причину. Кейт была не просто еще одним животным, она была символом. Она участвует в наших образовательных программах», — напомнила Меган. Все знали, как много она значит для зоопарка и посетителей. «Мы сделаем все возможное», — пообещал Джонатан. Это стало личным для каждого. Меган созвала мозговой штурм. «Нужны свежие идеи», — настаивала она. Предложения полились, изменения в рационе, среде, дополнительные стимулы. Доктор Холл предложил еще сильнее изменить диету. Несмотря на трудности, энергия Меган поддерживала боевой дух. Ее напор напоминал всем, что нет плохих идей, и ни одна попытка не будет считаться лишней. Джонатан просматривал отчеты, когда один деталь привлекла его внимание. «Посмотри на это», — сказал он, показывая Меган пропущенную запись о смене поставки сена. Появилась возможная связь, которая могла объяснить недомогание Кейт. С обновленной сосредоточенностью команда перерыла старые записи, фиксируя каждое несоответствие. Джонатан и Меган связывали факты, как кусочки пазла. Разговоры становились все более острыми. Доктор Холл настаивал на решительных действиях. «Мы обязаны разобраться», — сказал Джонатан. Лабораторные результаты вскоре выявили причину. В ее сено попал олеандр. Это растение крайне токсично для жираф. Открытие мобилизовало команду. Доктор Пол распорядился немедленно удалить все пораженные запасы сена. Персонал работал быстро, целеустремленно, чтобы защитить ее. В течение 2 дней после детоксикационной терапии Кейт снова начала пастись. «Посмотрите, она ест», — сказала Меган. В ее голосе звучало облегчение. Энергия Кейт стала возвращаться, и надежда снова распространилась по зоопарку. Последующее обследование подтвердило, что теленок в порядке. Меган и Джонатан разделили победу, зная, что их совместные усилия сделали решающее дело. Внутреннее расследование выявило недостатки в процедурах снабжения кормов, что привело к немедленным изменениям и ужесточению правил. Были усилены программы обучения персонала, чтобы обезопасить рационы всех животных. Размышляя о пережитом, Джонатан осознал влияние произошедшего. «Она изменила нас всех», — сказал он. Меган согласилась. Происшествие стало уроком бдительности. Со временем жизнь в зоопарке вернулась в обычное русло, но выздоровление Кейт стало долговременным символом стойкости. Ее история вдохновляла посетителей и укрепляла приверженность команды делу заботы, гарантируя благополучие каждого животного на долгие годы вперед.